Привет! И сразу начну с вопроса. А есть ли общая граница между Францией и Нидерландами? И как ни странно, правильный ответ – да. И эта граница на Карибах. Итак, мы с вами на Сен-Мартине или Син-Мартене. И давайте разберемся, как все устроено на этом необычном острове. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в новый выпуск, который на этот раз мы с вами проведем в Карибском море на заморских территориях Франции и Нидерландов. Остров – это явление весьма необычное, так как им одновременно владеют оба этих государства. Как всегда, мы с вами рассмотрим все аспекты вояжа в эти места, а также, конечно же, уделим немного внимания истории и прочим интересным фактам об этом европейском уголке на Карибах. На этом, пожалуй, с анонсами закончим и перейдем к делу. И начнем с названия, потому что у меня, например, была некоторая неоднозначность в этом вопросе. То ли его называть Сен-Мартин, то ли Синт-Мартин. Но правильный ответ таков. Глобально остров называется Сен-Мартин, а уже потом он делится на французскую часть с одноименным названием Сен-Мартин и голландскую, которая величается как Синт-Мартин. Владеют и управляют этим островом оба государства на основе так называемого Конкордского договора, который был подписан еще аж в 1648 году. И он стал примером успешного и долгосрочного решения территориальных споров. По условиям договора Франции отошло 60% острова, а Нидерландам 40%. Но при этом голландская часть считалась более удобной с точки зрения торговли. Изначальный интерес обоих стран на Сен-Мартине состоял в двух аспектах. Первый заключался в стратегически удобном расположении острова, так как он лежит на пути из Северной Америки в Южную, а также на пути в Европу. А второй заключался в богатых соляных лагунах острова. В те годы соль была ценным товаром, используемым для консервирования пищи. В этом и была экономическая целесообразность освоения острова для обоих государств. Какое-то время он, правда, еще использовался обоими владельцами для выращивания сахарного тростника. Стоит заметить, что изначально остров был открыт Христофором Колумбом в 1493 году, но Испания не стала его осваивать и со временем уступила Сен-Мартин Франции и Нидерландам. Остров этот весьма небольшой, и чтобы найти его на Google картах, еще нужно постараться. Его площадь составляет всего 87 квадратных километров, а население порядка 80 тысяч человек. Он, к слову, удерживает рекорд как самый маленький по площади остров, разделенный между двумя государствами. Но как таковой границы между двумя частями острова нет, и по его территории могут свободно перемещаться как местные жители, так и туристы. Хотя стоит заметить, что формальные столбы с обозначением французской и голландской частей все же есть, но скорее для общего понимания. Долгое время остров так и был сырьевой базой и перевалочным пунктом для своих владельцев. Лишь в 50-х годах 20 века на Сен-Мартине начался бурный рост туризма. Все благодаря его великолепным пляжам и кристально чистым водам. Также не в последнюю очередь на развитие туризма повлияло создание свободной экономической зоны и постройка международного аэропорта, что положительно сказалось на экономике острова. Сегодня здесь популярен шопинг из-за низких налогов, что в принципе характерно и для других островов в этом регионе. Лучшим временем для посещения острова считается период с декабря по апрель. В это время здесь стоит отличная погода, но правда и цены выше. Но к ценам мы еще вернемся. Если хотите немного сэкономить, то приезжайте в межсезонье с мая по июнь или в ноябре. В это время цены ниже, а дожди кратковременные. Ну и есть не сезон, который длится с июля по октябрь. В это время жарко, влажно и возможны ураганы. Для посещения обеих частей острова виза для украинцев не требуется. Достаточно лишь биометрического паспорта, а дальше работает безвизовый режим, который в том числе распространяется и на эти заморские территории. На этом мы, пожалуй, разобрались с вводными данными и перейдем к следующим аспектам. И первый вопрос, который, наверное, у вас напрашивается, это где же лучше остановиться на острове и что там у них в целом с жильем. Для начала скажу, что в целом ассортимент вариантов размещения на острове весьма неплох, особенно в сравнении с другими островами этого региона. Прежде чем мой выбор пал на Сен-Мартин, я изучил и соседние острова, такие как Американские Виргинские острова, Гваделупа, Мартиника и прочее. И стоит сказать, что несмотря на то, что соседей Сен-Мартина зачастую больше,
Выбор качественного жилья там существенно меньше, а цены выше. И основной причиной тому является более высокая развитость Сен-Мартина и, соответственно, наличие конкуренции. Хотя, конечно, бюджетного жилья в здешних краях практически не найти. Все эти острова ориентированы на относительно состоятельных европейцев и американцев, которые составляют львиную долю здешних туристов. Но вернемся к Сен-Мартину. В первую очередь стоит сказать, что остров не изобилует большим количеством отелей. Они есть, конечно, но большая часть из них, откровенно говоря, старая. А то, что выглядит достойно, сразу улетает в 500 плюс евро за ночь. И коль мы уже начали про отели, то их основная концентрация наблюдается именно на голландской стороне острова. На французской же стороне в основном преобладают разнообразные виллы. Все дело в том, что виллы эти и принадлежат именно французам, где они зачастую коротают холодные европейские зимы, либо же сдают их в аренду. Виллы эти есть абсолютно на любой кошелек. Вы можете заплатить за неделю как и 1500 евро, так и 20 тысяч евро. Вилла в вилле, знаете, рознь. К слову, зачастую эти виллы не сдают на срок меньше недели. Поэтому, если вы на острове на пару ночей, то вам, скорее всего, в голландский отель. А если на подольше, то welcome на французскую сторону. Откровенно говоря, большой разницы где жить нет, так как остров небольшой и при наличии авто вы довольно быстро сможете добраться к нужному вам пляжу или ресторану. А это по большому счету основные активности на острове. Но если близость лучших пляжей для вас основной ориентир, то вам однозначно на голландскую часть, так как именно там они все и расположены. Но это так, забегая немного наперед. А если же во главе угла гастрономические наслаждения, то стоит выбирать французскую часть. Ведь именно там сосредоточены лучшие рестораны острова. Что неудивительно, конечно. Французы всегда любят и умеют вкусно поесть. Мы, собственно, для себя выбрали именно французскую часть и остановились в бухте Нетле, которая удобно расположена между главным городом на французской стороне Мариго и районом Маха на голландской стороне. Жилье наше оказалось по-настоящему отпускным. Это была вот такая вот небольшая вилла, которая расположена в охраняемом пляжном клубе с одноименным названием Нетле Бэй Бич Клаб. Состоит вилла из 2 спален, большой гостиной с кухней, а также террасы с непосредственным выходом на пляж. Кухня, к слову, была оборудована всем и даже больше, чем можно представить, начиная с стандартного набора посуды и кухонной утвари, заканчивая кухонным комбайном, скалкой и всякими редкими специями, а также прочим нехарактерным для арендного жилья инвентарем. Французы тщательно подходят к вопросам, связанным с потреблением пищи. Нашими соседями по пляжному клубу были и такие же туристы, как мы, а также было видно, что многие европейцы там живут подолгу. Ну и еще вот такие вот соседи к нам заглядывали. Так что дверь на террасу на ночь приходилось закрывать. Ну а сам комплекс находится на вот такой вот узкой косе между морем и внутренней лагуной. Почти Мальдивы, так сказать. Море и пляж, кстати, возле нас оказались не очень подходящими для купания из-за камней, водорослей и волн. В общем, поначалу мы даже напряглись по этому поводу. Ожидания были на Карибское море, а по факту такое. Тем более, что это далеко не первая наша поездка на Карибы, и мы знаем, каким оно может быть. Но не волнуйтесь, Карибы еще будут. Стоила вся эта радость 245 евро за ночь, и это, я вам скажу, по местным меркам очень неплохой прайс. Завтраки в эту стоимость не входили, так как в комплексе не было ресторана, но в окрестностях есть пару ресторанов, к которым я еще вернусь. А свои вопросы с продуктами для завтрака и не только мы решали вот на этой заправке, которая имеет весьма достойный ассортимент, как выяснилось. Неотъемлемой частью французской культуры и французов в целом, конечно же, является кухня и вино. И нужно сказать, что даже здесь, на острове, в 1000 километрах от материковой части Франции, это чувствуется даже в таких вот маленьких придорожных супермаркетах. Пойдемте посмотрим. В общем, как видите, здесь представлен полный ассортимент продуктов, включая весьма неплохой выбор вин. Большинство продуктов, кстати, здесь с большой земли. Любят французы чувствовать себя как дома, так сказать. В общем, несмотря на внешний вид этого места, внутри оно вас не разочарует. Цены, к слову, такие же, как в Европе. Ну или процентов на 10-15 дороже на отдельные позиции. Для туристов они приемлемые, а вот для местных это вопрос. Не сказать, что островитяне живут зажиточно. Возможно, они затариваются в каких-то других местах. Ну и стоит уделить пару слов ресторанам в нашей округе. В целом все опробованные были весьма вкусными. Первый с итальянской кухней очень простенький, называется Меза Луна. Он прям примыкал к нашему бич-клабу. Ужин здесь нам на троих без алкоголя обошелся в 60 евро. Не могу сказать, что прям рекомендую в него ехать, но если будете рядом,
то можно заскочить для разнообразия. Второй ресторан уже поинтересней. Рекомендации владельцев нашего пляжного домика заглянули на ужин в ресторан отеля «Омаш». И выглядит он вполне достойно, так что можете нанести себе его на карты. Отель, кстати, будет тоже неплохим решением, чтобы остановиться на Сан-Мартине. И ресторан тоже пляжный, но уже с некоторым декором и всякими факелами. В целом, как и положено на Карибах, выглядит курортно. Ужин там нам обошелся в 80 евро без вина. Было вкусно и атмосферно, могу рекомендовать. Итак, мы добрались еще до одного пляжа на острове Сен-Мартен. И называется он Бэй-Руж, находится на французской стороне острова. Ну и пришло время его проверить. Как я уже и говорил ранее, пляжи не самая сильная сторона французской части. В целом с дрона он, конечно же, выглядит красиво. И если вы любитель диких пляжей, то это вполне себе вариант. Я же люблю наличие инфраструктуры в виде пляжных клубов, и потому он точно не для меня. Заехать посмотреть, конечно, стоит, коль вы уже здесь, но не более. Но думаю, что он все же пользуется популярностью у жителей вилл, которые расположены на склоне выше. Ну а мы едем дальше. По традиции не могу не уделить немного внимания транспортному вопросу. Для начала стоит сказать, что дороги на Сен-Мартене вполне приличные. Местами, конечно, есть нюансы, но с другой стороны, где их нет. Не хайвей здесь, конечно, но это и не мегаполис. Движение здесь левостороннее. Честно говоря, как-то особо общественный транспорт я здесь не наблюдал. И потому однозначным вариантом будет аренда авто. Благо дело с прокатом здесь все в порядке. Представлены все ведущие прокатные компании, так что будет из чего выбрать. С точки зрения трафика на дорогах, то он в основном минимальный, как и положено на острове. Но справедливости ради стоит отметить, что все же пару узких мест на острове есть. И там практически постоянно наблюдаются пробки. Особенно по периметру аэропорта. Но это не прям проблема, скорее местная особенность. Нам же в исследовании Сен-Мартена помогал вот такой вот замечательный китайский кроссовер Haval, который оказался вполне ничего и самой распространенной моделью на острове. Забронирован, как всегда, с помощью сервиса Rental Cars, который я не устану рекомендовать. Стоимость за неделю составила неполных $400. Ну а теперь давайте немного поговорим про Мариго, главный город на французской стороне острова. Собственно, Мариго — это столица французской части острова, если можно так сказать. Как и в любом главном городе региона, здесь расположены основные атрибуты власти. Местный совет, суд, полиция и так далее. А коль мы на острове, то и главная гавань, где укрываются многочисленные яхты, тоже здесь. В целом, конечно, на город он тянет с трудом, скорее это деревня, но в данном случае французская деревня с налетом карибского шарма. Здесь сосредоточены все большие супермаркеты, аптеки и прочие магазины. Из достопримечательностей здесь можно выделить следующие. Первое — это развалины старого форта Луи, который расположен вот на этом холме, но, честно говоря, он из дрона не впечатлил, так что мы не стали исследовать его еще каким-то другим способом. Второе здешнее значимое место — это рынок. Ну, честно говоря, он также ничем особенным не примечателен. Базар и базар себе. Ну и третье, на мой взгляд, самое стоящее. Это набережная, которая протянулась вдоль залива с видами на бирюзовые воды Карибского моря. Здесь особенно хорошо оказаться во время заката. Выглядит весьма симпатично. Правда, именно в тот момент у меня не было под рукой камеры, чтобы запечатлеть его, но поверьте на слово. В общем, как видите, набор достояний Мариго не балует воображение, и большой необходимости в его посещении нет. Останавливаться здесь я бы точно не стал. Можно заскочить просто по пути. Но правда, все же есть одно место, которое я могу рекомендовать к посещению в Мариго. И как вы могли догадаться, это ресторан. Называется он Au Plongeur, если я правильно произношу. Ресторан, собственно, весьма не затейлив с точки зрения антуража, но по части кухни вполне ок. Мы заехали в вот такое вот чудесное место, тут все такие очень милые, гостеприимные, и еды у нас много, и очень вкусно. Мне прям сильно зашло, не знаю, как вам, но есть вкусно. Нам тоже понравилось, готовить достойно. Меню довольно разнообразное, но все же больше с уклоном на морепродукты. Безалкогольный ужин на троих нам здесь обошелся в 75 евро. И чтобы я не повторялся, то все ужины в этом выпуске были под аккомпанемент исключительно воды. Была у нас в тот период такая аскеза. Ну а мы движемся дальше, и следующий поинт на французской стороне, который стоит обсудить, называется Orient Beach.
Это довольно большой пляж, который расположен в восточной части острова в одноименной бухте Ориент. Но это не только пляж, а и целый микрорайон на его побережье. Я, к слову, до поездки рассматривал его как место базирования на Сен-Мартине. Уж больно часто он мне попадался в рекомендациях. Это такой микропоселок, в котором предлагается в аренду довольно много вилл и просто домиков. Все, нужно сказать, выглядит очень неплохо. Много зелени, ухоженная охраняемая территория, а также симпатичные домики. И проезжая по местным улочкам, я даже ненадолго подумал, что лучше бы мы остановились здесь. Но как только мы оказались на местном пляже, все сомнения тут же развеялись. Карибское море и здесь предстало в нелицеприятном виде. Наверное, оно не всегда такое, но, как я понял, риск получить его именно таким здесь весьма велик. Слово, тут есть очень неплохой бич-клаб, который называется Кока Бич. Он довольно большой, с разными зонами, есть бар и ресторан. В общем, все выглядит очень достойно, но только не море, увы. Так что по этой причине не могу рекомендовать Ориент Бич как место, где остановиться на острове. Вам на заметку, недалеко от Ориент Бич находится небольшой островок под названием Пинель. Выглядит он, кстати, весьма и весьма привлекательно, ну, собственно, вот так. Это, согласитесь, уже больше похоже на то, что ждешь от поездки на Карибы. Совсем рядом с Ориент Бич находится паромная переправа, при помощи которой можно попасть на Пинель. Но из-за неспокойного моря она в этот день была закрыта. Можно подумать, что остров Пинель решает проблему с пляжем, но с другой стороны, тащиться за 3-9 земель, чтобы потом еще туда-сюда на пароме на пляж плавать, ну такое себе. Тем более, что в целом поездка на Сен-Мартин занятие не из дешевых. В общем, сомнительно. Дайте знать в комментариях, как вам остров Пинель, если был опыт посещения. Друзья, как я ранее и анонсировал, мы с моей подругой по туризму запустили наш проект по авторским путешествиям в экзотические страны. Так что, если у вас страсть к путешествиям, как и у нас, то подписывайтесь на нашу страничку, чтобы не пропустить наши анонсы. Мы предлагаем премиум-туры в мини-группах до 14 человек с высоким уровнем комфорта и особым вниманием к деталям. Все места, в которых вы окажетесь, начиная от интересных локаций, заканчивая отелями и ресторанами, тщательно продуманы и проверены нами лично. Никаких неприятных сюрпризов, только одно сплошное удовольствие. А первые наши туры пройдут в ЮАР в первой половине 2025 года, в стране, про которую можно сказать целая вселенная в одной стране. Подписывайтесь. Ссылки на наш сайт и инстаграм вы найдете ниже под видео, ну а нам пора вернуться на Сен-Мартин. Главным гастрономическим поинтом Сен-Мартина является город Гран-Кас, который расположен в одноименной бухте. На первый взгляд выглядит не очень, но, как и все на Карибах, нужно проверить. Ну, назвать его городом это я поспешил, конечно. Это скорее прибрежная деревня, но со своей фишкой. Ну, а фишка это гастрономическая. Все дело в том, что здесь наибольшая концентрация ресторанов с высокой кухней. Возможно, вы, как и я, до поездки представили себе уже прям рестораны, но нет, выглядят они весьма прозаично, с налетом местного колорита, так сказать. Хотя вечером я наблюдал прям дам в платьях и господ в пиджаках, которые собирались на ужин в них. Выглядит это, правда, несколько кринжово, учитывая антураж вокруг. Помимо здешних как бы именитых ресторанов, здесь также вы найдете и обычные кафе, а также разные закусочные. Есть еще и несколько отелей, а также виллы в аренду. Но вот что действительно порадовало в этой части острова, так это море. Наконец-то оно карибское. К моему удивлению, нам даже повезло найти весьма неплохой и, видимо, новый пляжный клуб, который называется Java. Там мы и забазировались и провели прекрасно оставшую часть дня. Место это довольно стильное, с хорошим дизайном, неплохой кухней и отличным баром. Есть шезлонги или sitting area. Платить, насколько я помню, за них отдельно не нужно. Достаточно что-то заказывать из еды и питья. Мы там за полдня насидели на 80 евро, так что не супер и дорого. Там, кстати, рядом, как оказалось, есть еще один аэропорт для малой авиации. Было интересно наблюдать и здесь за садящимися и взлетающими мини-бортами. Ну а главной аэропортовой радости острова мы еще перейдем. Также Java, впрочем, как и другие здешние прибрежные рестораны и бары, отличное место для встречи заката на острове. В общем, плюс еще один красивый закат в копилку закатов был добавлен. Так что точно могу рекомендовать эту деревню, равно как и пляжный клуб Java, к посещению, когда будете на Сен-Мартине. Здесь легко и приятно можно провести целый день. Ну и, пожалуй, последнее место на французской стороне, которому стоит уделить внимание, называется Лотери Фарм.
Информация об этом месте мне то и дело периодически встречалась во время подготовки к поездке, так что мы решили заехать и посмотреть, что это такое. Находится оно практически в самом центре острова, и, как я понял, это некая заповедная зона. По приезду туда оказалось, что это вот такая вот очень зеленая долина, где, собственно, и расположен комплекс Lottery Farm. По сути, представляет он из себя некий country-клаб, и, как мне показалось, он пользуется популярностью не столько у туристов, сколько у местных жителей. Видимо, намазоливают им глаза все эти пляжи, и это опция провести время за городом посреди джунглей, типа как мы в Европе ездим за город в лес. Комплекс этот довольно большой, с разными зонами. Есть здесь и зона для чила возле бассейна, и бар, и вот такой вот ресторан, а также немного в стороне организовано некое подобие веревочному парку для детей. Все утопает в зелени и выполнено в эко-стиле. Как я уже говорил, место это популярное, и свободных мест не оказалось. Так что, если захотите провести здесь время, бронировать предварительно обязательно. Вход платный, но уже не помню цен. В целом, на быстрый взгляд, все выглядело достойно и скорее могу рекомендовать. Нужно ли это при наличии красивых пляжей? Вопрос риторический. Тут, кстати, совсем неподалеку расположена еще одна локация, которую можно посетить. Это самая высокая точка острова, и она же по совместительству является обзорной площадкой. Туда от Lottery Farm ведет вот эта довольно крутая и извилистая дорога. Называется этот Point Peak Paradise. Мы не стали туда подниматься, так как, подняв дрон в воздух, я, честно говоря, не увидел ничего особо примечательного и решил удовлетвориться этими кадрами. А если вы были, то дайте знать, стоит ли оно того. Что ж, с французской стороной разобрались, и пора перейти к разбору голландской части Сен-Мартена. Собственно, ваше путешествие по острову и начнется с голландской части, так как здесь и расположен знаменитый международный аэропорт. Точнее, знаменит пляж Маха, который примыкает к взлетно-посадочной полосе, но к нему мы еще вернемся. Но чем же еще примечателен голландский Сint-Мартен? Здесь уже в ходу не евро, а больше доллара. Хотя евро тоже принимают, но цены указывают и списывают в долларах. Продиктовано это тем, что в столице голландской части, в городе Филипсбург, находится порт, куда практически ежедневно заплывают большие круизные лайнеры. А основными гостями этих лайнеров являются американцы с долларами. На них и расчет. Некоторые места прям вовсе вымирают, когда эти лайнеры отбывают. Еще на голландской части больше преобладают отели, нежели виллы. Также здесь есть закрытая от волн шторма марина, где паркуют свои катера состоятельные гости острова. Но главное, на мой взгляд, здесь расположены самые красивые пляжи с невероятно красивой бирюзовой водой. На этом, пожалуй, основные отличия голландской части и заканчиваются. Так что давайте перейдем к конкретным местам. И первым делом заглянем на пляж, который называется Купекой. Сам пляж тут довольно условный и абсолютно дикий, без какой-либо инфраструктуры. Видимо, по этой причине определенную его часть облюбовали нудисты, так что будьте готовы их встретить. Но водичка здесь абсолютно изумительная, так и хотелось с дрона прыгнуть в воду. Большая часть пляжа перекрыта из разных домов и отелей. Есть всего несколько проходов к пляжу, и то не самых удобных. В общем, он великолепно выглядит с дрона, но абсолютно неудобен на земле. Нам удалось только попасть на ту часть, где были нудисты. Для нашей дочери это стал первый контакт с этой кастой. Но и в этой части, откровенно говоря, делать нечего. Микрорайон в области этого пляжа можно условно назвать здешним Манхэттеном из-за обилия высоток в сравнении с остальной частью острова. Собственно, более ничего примечательного здесь нет. И мы движемся далее. И вот мы уже с вами в соседней бухте, где расположен, пожалуй, лучший пляж всего острова, и называется он Мулет-Бич. Здесь мы сразу получили то, что ждали от Карибов. Идеальный песок, невероятно красивую воду и островной вайб. С точки зрения инфраструктуры здесь тоже все в порядке. Есть два пляжных клуба. Один довольно простенький, а второй немного даже лакшери. Первый называется Rosie's Snack Bar, и он вполне отвечает своему названию.
Такой немного олдовый и староватый барчик с возможностью арендовать шезлонги на пляже. Еда там, откровенно говоря, хромает, да и по напиткам там выбор не фонтан, но дешево. Еще прямо с ним рядом расположена парковка, что удобно, конечно. Правда, откровенно говоря, желания туда вернуться не возникло, потому и рекомендовать не буду. Другое дело, второй вариант. Называется он Калатуя Бич Ресторан. Я нашел его абсолютно случайно, пока снимал пляж на дрон. Его почему-то нет на Google картах, но он есть физически. И это, конечно, уже то, что ждешь от подобных мест. Странно, что схожих бич-клабов так мало на острове. В общем, это новое и стильное место. В нем хорошо все, и антураж, и мебель, и обслуживание, и ресторан с баром, и отличная музыка с диджеем. Такое слегка тусовочное место, и мы такое любим. Место весьма популярное и небольшое, поэтому бронировать заранее обязательно. Пара шезлонгов с едой и напитками обошлись нам здесь в $80. В общем, нам понравилось, и мы тут провели пару дней. Однозначно рекомендую как пляж, так и этот клуб, конечно. Ну а мы движемся далее в сторону самого известного пляжа острова. Находится он совсем рядом, буквально в 5 минутах езды. А дорога пролегает через условный местный центр. Кстати, откровенно, ничего особенного он из себя не представляет. Просто небольшая улица с магазинчиками и довольно туристическими ресторанами и барами. Но по здешним меркам она выглядит как настоящая торговая артерия. Вызвана эта концентрация, вероятно, близостью главного аттракциона острова, который посещает каждый турист Сен-Мартена. Добро пожаловать на известный Махо-Бич. За мной аэропорт принцессы Юлианы, и это целый аттракцион наблюдать за садящимися и взлетающими самолетами. Особенный эффект дают, конечно же, большие лайнеры. Но сегодня они уже все закончились, остались поменьше, но все равно это того стоит. Прикольно. Так уж вышло, что взлетно-посадочная полоса аэропорта вплотную примыкает к этому небольшому пляжу. Пляж, к слову, тоже красивый, с хорошим песком и лазурной водой. Но рассчитывать на релакс на нем не стоит. Из-за его соседства с аэропортом здесь практически постоянно толпы людей, и особенно в первой половине дня, когда к нему устремляются вереницы микроавтобусов с пассажирами прибывших лайнеров. У них время ограничено, и первым делом их везут сюда. И второй фактор — это то, что крупные и, соответственно, самые эффектные лайнеры заходят на посадку в основном в первой половине дня, а взлетают во второй. Но это чуть другое развлечение, и, к слову, оно может быть несколько более опасным. О чем и предупреждает этот знак. Но, откровенно говоря, никто на него не обращает внимания. А прикол в том, чтобы ощутить на себе эффект реактивной тяги от работающих двигателей самолета при взлете. При этом вас буквально атакуют частицы пыли и песка. Опыт занимательный, но не очень приятный. На самом же пляже есть возможность арендовать шезлонги, но набивают их там под завязку. Еще на пляже расположено пару простеньких баров, но занять там место дело не из простых, придется постоять в очереди. В целом пляж неплох, но почилить там в относительном спокойствии можно только ближе к закату. Пару слов скажу и про сам аэропорт. Он довольно современный и фундаментальный, как для такого маленького острова. Видимо, продиктованный за тем, что он принимает крупные авиалайнеры из Европы, Азии и США. Также здесь наблюдается довольно большое скопление частных джетов. Нужно же как-то владельцам яхт и катеров как-то добираться к своим суднам. А нам пора двигаться к следующему месту. Стоит уделить немного внимания ресторанному вопросу на этой стороне Сен-Мартена. В целом они есть, конечно, хоть и чуть в меньшем количестве, нежели на французской стороне. Мы за время нашего визита успели проверить 2 из них, и оба могу рекомендовать. Первый называется Bamboo House. Находится он на горе через лагуну от аэропорта. И с его террасы открывается хороший вид на взлетно-посадочную полосу, а также на красивые яхты, что пришвартованы в лагуне. Сам ресторан специализируется на суше и прочих блюдах азиатской кухни. Место довольно фундаментальное и с настоящим ресторанным подходом к деталям. Мы попробовали только суши. Не скажу, что они прям невероятно вкусные, но вполне себе. Ужин здесь нам обошелся в $90. Место популярное и бронировать заранее обязательно. Второй ресторан называется Sole and Pepper. Находится он с противоположной стороны лагуны от Bamboo House, а его терраса выходит прямо в марину, где и припаркованы всякие мега-яхты. Но снимать там оказалось категорически запрещено, дабы не беспокоить владельцев яхт. Так что кадров оттуда, увы, не будет. Ресторан этот итальянской направленности, он чуть дороже остальных, видимо из-за локации,
так как не сказать, что он уж как-то особо выгодно отличается от остальных. Еда была вкусная и точно стоит туда заглянуть. Также бронировать обязательно, но и однозначно выбирайте террасу. Ужин здесь вышел в $120. На этом с ресторанами у меня все. Итак, друзья, добро пожаловать в Филипсбург, главный город на голландской стороне острова и главный порт, куда прибывают все круизные лайнеры, вне зависимости, хотят они попасть на Син-Мартин или на Сен-Мартен. По какой-то неизвестной для меня причине я давно мечтал оказаться в этом месте. Почему-то само название Филипсбург меня всегда манило. Ну, собственно, вот я и здесь. Что вам сказать про Филипсбург? Городом, конечно, его можно назвать с большой натяжкой. Хотя, по большому счету, это единственный город, и он же столица на голландской стороне. Все остальные населенные пункты — это деревни и поселки. По сути, Филипсбург — это узкая полоса земли между лагуной Солт-Понт и бухтой Грейт-Бэй. В Филипсбурге, по большому счету, всего две улицы — Фронт и Бэк-стрит, соединенных между собой сетью коротких и узких переулков. Так что тут не заблудишься. Назван город в честь Джона Филлипса, моряка голландского флота, который изначально осваивал остров, построив там несколько сахарных заводов, а впоследствии стал городским главой. В архитектурном плане Филипсбург, откровенно говоря, не блещет. Он состоит из смеси классических образцов ранней колониальной архитектуры, а также всяких полукартонных домиков и откровенно заброшенных строений. Особого кайфа в прогулке по нему, увы, мы не нашли. Каких-то достойных заведений здесь также обнаружено не было. По большому счету, помимо жилых строений, здесь есть разнообразные брендовые магазины и казино, но они выглядят весьма противоречиво. Вся здешняя инфраструктура рассчитана на короткие визиты пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт Филипсбурга. А после их отбытия город фактически становится безлюдным и все закрывается. Мы как раз и застали этот период. Зрелище, конечно, несколько удручающее. Единственным достойным внимания местом в Филипсбурге можно назвать только его пляж. Называется он Great Bay Beach. Пляж довольно большой, есть возможность арендовать шезлонги и есть несколько околопляжных баров. Особенно красиво здесь выглядит цвет воды. Она здесь прям какого-то необычного оттенка. Лучше всего это заметно с высоты соседнего холма и при наличии солнца. Честно говоря, мы прям сказали вау на подъезде к нему. К сожалению, кадры с дрона были сделаны позже и не передают в полной мере ее красоту. Есть такой американский производитель дорогих интерьерных красок Benjamin Moore. Так вот, у них в коллекции даже есть особенный синий цвет, который носит название Филипсбург Blue. В общем, селиться в Филипсбурге я бы не рекомендовал, а заехать на денек ради пляжа все же стоит. На этом, як то кажуть, добігає кінця цей випуск, і стоит сказать, что Сен-Мартин нам понравился. И провести здесь неделю было в самый раз. Не скажу, что вам прям стоит непременно лететь сюда, если вы только начинаете свою travel-карьеру, так сказать, но для путешественников, которые уже кое-что повидали, будет в самый раз. Если бы я жил где-то в районе Майами, то точно бы еще сюда вернулся. Есть здесь свой шарм и колорит. Спасибо, что смотрели, и до встречи в новом месте.